Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же часто думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо же на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, посмотрите, вы снова у меня выпадаете таким довольно серьезным мужчиной. Вы не из тех, который будет сею-вею, несерьезный, да? Вы человек слова. Вы мужик сказал, мужик сделал. Вот это про вас. Вы очень любите постоянство в отношениях. Для вас очень важно вот семья, надежный тыл, да? Ну, так было, так есть и так будет. Другое дело, что в вашей жизни была женщина, которая очень сильно разбила ваше сердце и которая до сих пор, знаете, ну, в каком-то смысле не может вас оставить в покое кого-то. И на самом деле, да, вот те из вас, кто еще каким-то образом, допустим, общаетесь с бывшей, кто-то из вас даже от одной мысли о бывшей, ну, так, знаете, в таком состоянии, как будто вас коробит просто, да. Хочется забыть, как кошмарный сон. Здесь, скорее всего, официальный развод, да, вот те, кто были женаты, то есть разошлись окончательно, бесповоротно. Здесь, скорее всего, проигрывается, что была измена, потому что женщина очень любит внимание, да, вот которая была с вами. Женщина, которая могла иметь по несколько партнеров одновременно. Ну, то есть это такие неприятные вещи, которые, ну, не хочется мне сильно сюда углубляться, да, я думаю, вы прекрасно все знаете и понимаете. То есть испытаний вот именно личной жизни у вас было довольно много. Много стрессов, много недоспанных ночей. Много переживаний, у кого-то могут проигрываться проблемы по здоровью после вашего такого вот разрыва, развода, да. Я вам скажу, что несмотря на то, что вы пережили, вот все-таки вы смотрите с какой-то вот маленькой надеждой в будущее. Все равно, пусть глубоко в душе, но вы надеетесь, что все равно, а вдруг высшие силы вам пошлют новую женщину. По крайней мере, вам бы этого хотелось, да? Специально вы особо не активничаете. Вот вы не готовы сворачивать горы, да? Вот если сейчас вот, ну, многих из вас спросить, ну вот готов ты ради новой женщины сворачивать горы? Я уверена, что большинство скажут, ну, я пока не готов, да, вот. У кого-то это еще не отболевшая ситуация, особенно если вы недавно разошлись. Кто-то из вас хочет какой-то период для себя пожить, потому что вы начинаете понимать, что в принципе одному не так уж и плохо, да? Хоть где-то в душе вы надеетесь на женщину, но и одному в принципе неплохо, правда ведь? Вот напишите, ребят, как вы себя чувствуете вот без женщин? Давайте маленький соцопрос опять же сделаем. Комфортно вам, планируете вы с женщиной жить, либо же вас устраивает просто встречи. Вот давайте сделаем маленький опрос. Пишите все, вот все, кто смотрит, не стесняйтесь. Я вам скажу, что, в общем-то, вы человек самодостаточный. Конечно, у кого-то достаток больше, у кого-то меньше, естественно, это общий расклад. Я бы не сказала, что вы прям так бедствуете. У вас, в общем-то, все, ну, более-менее нормально в этом плане, да. Вот единственное, что бывает как-то тоскливо. Вот бывает тоскливо, бывает грустно, бывает одиноко. Особенно это касается тех, кто вот, ну, из вас, кто сами живут, да. Потому что приходишь, допустим, в пустую квартиру, либо же дом, и ты понимаешь, что одно дело, когда тебя бы встречала любимая женщина, да, горячим ужином, поцелуем, а ты приходишь просто, и в лучшем случае тебя там котики-собачки встречают, да? А у кого-то, может быть, и их нет. Поэтому вот как-то грустно, печально иногда становится, но все равно вы не опускаете руки, потому что вы вообще по природе своей вы довольно сильный мужчина. Ну и чтобы вас сломить, нужно очень сильно постараться. Жизнь вас как бы face up table не делала, да? Как бы вас ни пытались переломать через колено, все равно вы вставали, отряхнулись и шли дальше. Да, могли проплакать где-то там, ну не проплакать, а так всплакнуть наедине сами с собой, да, такой скупой мужской слезой.
Но вы никогда об этом не скажете, никогда не покажете. Мальчишки, я ваши все тайны знаю, поэтому не стесняйтесь. Даже если где-то вы прослезились, это нормально. Это говорит о том, что у вас есть душа. Это говорит о том, что вы живой человек со своими чувствами и эмоциями. Я уже не раз об этом говорила, поэтому не нужно этого бояться. И знаете, вот есть такие случаи, когда, ну опять же, да, сами мужчины рассказывают, что ну, разные ситуации бывают в жизни, да, там у кого-то, допустим, друг погиб, еще что-то случилось. И вот мужчина приходит и домой рассказывает своей женщине, вот, да, со слезами на глазах, что вот там с другом такое произошло. Ну, я банальную ситуацию, самую такую обычную взяла. И он рассказывает, да, вот слезы в глазах, вот друг погиб, там несчастье, все. А женщина говорит, а что ты ревешь, ты же мужик, да? Ну, то есть, вы понимаете, это вся поддержка. То есть человеку плохо, да, он потерял друга, а ему говорят, а что ты ревешь, ты что, маленький, да, ты же мужик. Ну, и сразу же меняется отношение к такой женщине, правда ведь? Итак, что еще мне о вас покажут, расскажут? Вы вообще такой, знаете, вы вообще классный, я вам скажу. Вы классный. Но не со всеми женщинами и вообще не со всеми людьми вы бываете классным. Это ваш такой маленький секретный секрет. А теперь вот когда вы научены горьким опытом, теперь, конечно же, чтобы вам открыться, чтобы вам стать вот таким классным, таким, какой вы есть на самом деле, но этой женщине нужно очень сильно постараться. Это нужно показать свою заботу, свою любовь. Это женщине нужно будет показать именно на поступках, на постоянной основе, как она к вам относится на самом деле, да. Вот тогда вы сможете и открыться. А так, знаете, вот будет вам сложновато открыться, потому что много чего пройдено, много чего пережито, и вы не готовы лишь бы на кого распыляться и открываться. Вот я вам скажу, что у кого-то из вас, да, бывают и знакомства, конечно же, бывают и романы, потому что это общий расклад. Но я не вижу, что ваше сердечко занято сейчас. Это даже касается тех, кто живет с женщиной. Да, я вот проговариваю, потому что это общий расклад, знаю, что среди вас есть, ну, скажем, несвободные мужчины. Вот несмотря на то, что вроде бы в отношениях, вроде бы живете, да, либо же кто-то из вас познакомился с женщиной, ну, то есть вы пытаетесь как-то знакомиться, но пока сердечко молчит. Вот не ёкает, вот ну нет женщины, которая могла бы сразу так вас завоевать. Давайте-ка теперь смотреть, кто же часто думает о вас, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. Эта женщина, в общем-то, она обеспеченная. Она такая себе на уме. Она может быть, ну так, плюс-минус вашего возраста, ну, среднего, скажем так, да, потому что вы все разного возраста, я это знаю. Ну, скажем так, среднего, да, плюс-минус. Это женщина, которая, в общем-то, и неплохо зарабатывает. Она неплохо так выглядит. Она, ну я так склоняюсь, что она живет где-то рядом с вами. Вот именно сейчас вот я склоняюсь, да, я конкретно говорю, что где-то она обитает возле вас, недалеко. Это женщина, избалованная жизнью, избалованная мужчинами, избалованная своим мужем. Говорю так, потому что она не свободная. Она давно как бы вас присмотрела. Но она присмотрела, естественно, не для того, чтобы там замуж за вас выходить, да? Для чего она вас присмотрела? Вот вы, знаете, как будто вот... Ой, чуть не сбила камеру. Ну, такая очередная ее хотелка, знаете. Вот она не прочь зароманить бы с вами. Вот она не против как-то вот пошалить, да, как говорится. Потому что с мужем у нее не все так гладко, как хотелось бы. Плюс это женщина, которая склонна к левакам. Ну, такая, знаете, претендентка, не аховая, конечно. Я понимаю, что среди вас есть такие товарищи, которые могли бы, конечно, пошалить, почудить, да, вас единицы, но вы есть, я знаю. Отзовитесь, кстати, вот. Кто не брезгует вообще, неважно, вот замужняя женщина, незамужняя, вот напишите, ребят, давайте сделаем такую
Тоже маленький опрос такой. Знаете, вот ей бы почему-то хотелось именно вас покорить, потому что вы особо на нее внимания не обращаете. Еще этот пунктик у нее есть. Потому что она привыкла, что она вообще по жизни нравится мужчинам. Мужчины сами всегда на нее слетались, как мухи на мед. А вот с вами как-то вот все не так, да, вот вы, ну, может быть, там, здравствуйте, до свидания, вот привет, пока, вот в таком плане, да. Ну, то есть, либо же это какие-то такие, знаете, могут быть разговоры, ну, ни о чем, если это даже по-соседски. Ну, то есть, это не близкие вы такие прям душевные соседи, которые могут и в радости, и в горе, и прийти там в любое время дня и ночи, и посидеть, потусить и отмечать какие-то праздники там по-соседски. Нет. Вот у нее как будто пунктик, знаете, вот именно вас сломить, покорить, вот как паучихи завлечь. Давайте-ка посмотрим, что же из этого получится. Сможет ли она вас завлечь или нет. Причем, смотрите, вы знаете ее мужа. Вы знаете ее мужа. Будьте осторожны, потому что там муж с характером. Там, я бы сказала, даже такой, ну, вспыльчивый характер у мужчины. Почему-то вот я не вижу ее активных действий. Ну, знаете, вот как-то так сложится ситуация, что то ли вы как-то вот обратитесь, может быть, к ее мужу. Я скорее склоняюсь вот именно к ее мужу, вы можете обратиться, может, за помощью, ну, как мужчина к мужчине, да? И здесь начнутся вот ваши такие вот посиделки уже и с мужем, и с ней. Вот здесь начнется сближение. Но после этого вот она начнет проявлять себя больше, да, вот она посчитает, вот раз вы с ними там посидели в квартире, там чай попили, да, поболтали, значит, вы сблизились, значит, ей можно больше себя проявлять. Ну, то есть такая дама с наглецой. Она будет себя проявлять, вплоть до того, что после того, как вы вот у них посидите, там в гостях, допустим, да, казалось бы, втроем, и с ней, и с мужем. Вот она начнет вплоть до того, что она начнет к вам то ли домой прибегать, да, вот она начнет брать быка за рога. Опять же, не забываем, что вы исключительно ее такая вот хотелка. Но я вас хочу предостеречь, чтобы вы не увлекались этой женщиной, потому что если узнает ее муж, будут последствия с бедствиями. Он не такой плохой человек, каким она может вам преподносить, потому что она может про него разные гадости рассказывать. Она может рассказывать, как там плохо, какой он тиран, как ей там живется не очень хорошо. Но здесь нужно делить на 10. Просто вот она сама такая, ну, гулящая женщина, которая ради денег живет со своим мужчиной. Поэтому, ну, я бы не советовала даже романить, потому что, ну, довольно неплохой у нее муж, который 24/7 впахивает, который, ну, даже, знаете, ни сном, ни духом, что вот жена его такое вытворяет. И я так подозреваю, что вы не первая ее хотелка, когда она была уже замужем. То есть женщина, ну так, на постоянной основе она изменяет своему мужу. Не превращайтесь в ее очередную игрушку. Вот в этом случае я бы вас всех просто отговаривала. Хотите общаться, хотите флиртуйте, да, но вот просто обходите 10-й дорогой, потому что, ну, какая-то мужская солидарность даже должна быть, да. Ну вот как, я не знаю, конечно, разные есть мужчины, но, как правило, допустим, с женами знакомых, с женами приятелей обычно не романят, по крайней мере, серьезные мужчины. Я вам скажу, что в вашей жизни будет другая женщина, но это будет уже свободная женщина, с которой вот вы будете и в радости, и в горе, и с которой даже у вас, возможно, у кого-то дети могут проиграться, кому вот позволяет и возраст, и финансы. Но вот эта дама, как бы она вас не подвела. Еще раз говорю, ребят, понятное дело, что вы будете сами решать, что вам делать, с кем вам там спать, не спать. Но вот с ней лучше не надо, потому что узнает муж, будут такие жесткие выяснения отношений, несмотря на то, что он хороший очень человек. Ну и плюс разбивать семью,
но это как-то тоже не есть хорошо. Я вам скажу, что вот она, женщины такого типажа, они не брезгуют вообще в своих каких-то, вот знаете, в своих желаниях. Они даже не брезгуют магией. Потому смотрите очень осторожно, такие женщины, они могут делать и подклады, они могут все что угодно делать, вот привороты делать, просто чтобы мужчину поиметь вот как очередную игрушку. Я бы вам сказала, что вот если вы поняли, о ком идет речь, изначально как-то вот держите дистанцию от этой женщины. Ну, не очень порядочная она изначально как человек. Знаете, у меня почему-то вот она ассоциируется с какой-то королевой, а все остальные, ну так, челядь где-то там ниже плинтуса валяются. Да, вот я захотела вот эту мужичонку вот этого, давайте несите мне его в покое, да? Вот как раньше, Екатерина II, знаете, есть книжка «Любовники Екатерины II», почитайте как-нибудь на досуге, много интересного узнаете. То есть это человек, который живет исключительно своими желаниями, хотениями, и все равно, да, что она кого-то там поматросила и бросила, абсолютно по барабану. То есть человек без души, человек без сердца, но уже начиная с того, как она относится к своему мужу, да. То есть человек, который изменяет, живя с мужем, да, который не такой уже плохой, он не заслуживает измен, в принципе. Ну, что о ней можно сказать, да, вот. Это уже ее характеризует. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны и, конечно же, будьте осторожны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!